Анна с детства обожала цветы. Иногда ей казалось, что с ними ей гораздо проще, чем с людьми. У подруг были обычные питомцы: кошки, собаки, хомяки, рыбки, а у нее кактус по имени Филипп. Самый обычный на первый взгляд. Он стоял в горшке на подоконнике, иногда цвел, и Анна была уверена, он ее понимает. Она часто разговаривала с ним по вечерам. Отец подшучивал, но ее это не смущало. Для нее растения были чем-то живым и близким. Со временем Анна выросла, стала самостоятельной и открыла цветочный ларек. Бизнес шел хорошо. В городе были и другие точки, но именно к ней приходили за атмосферой, за улыбкой, за вниманием. Люди даже говорили, что ее цветы живут дольше и пахнут сильнее. Постепенно она задумалась о расширении. Хотела открыть еще одну точку и даже начала копить деньги. Когда нужная сумма была собрана, она сняла ее в банке заранее. Не хотела терять время перед сделкой. В тот вечер Анна задержалась в ларьке. На следующий день должны были приехать партнеры, и ей хотелось, чтобы все выглядело идеально. Она стояла спиной к двери, когда вдруг услышала, как кто-то вошел. Сначала она подумала, что это клиент, но, обернувшись, замерла. Перед ней стояли 4 мужчин. Все стало понятно сразу. Они потребовали деньги, те самые, что она сняла в банке. Анна вспомнила странное письмо с угрозами, которое недавно получила и не восприняла всерьез. Несмотря на страх, она вдруг отказалась платить. Даже сама удивилась своим словам, будто сказала не она. Ее схватили, вытащили на улицу и затолкали в машину. Пока один из них вернулся громить ларек, Анна через стекло видела, как уничтожают все, что она создавала. Разбивали витрины, выбрасывали цветы, топтали их. Больше всего ей было жаль именно цветы. И вдруг она вспомнила о Филиппе. Машина тронулась, и Анна уже мысленно прощалась с жизнью. По дороге бандиты начали обсуждать, что делать дальше, и один предложил отвезти ее на конюшню, развлечься. К вечеру они приехали на ферму. Анну подвели к загону с молодым жеребцом и бросили внутрь. Она была уверена, что животное ее затопчет, но все произошло иначе. Конь подошел, обнюхал ее и даже лизнул. От нее пахло цветами. Он это чувствовал. Зато запах людей за забором ему явно не понравился. Он отошел в сторону, а потом внезапно разогнался, перепрыгнул забор и набросился на бандитов. Началась паника. Анна не стала ждать. Она перелезла через ограждение, добежала до машины, завела ее и уехала. На следующий день она вернулась к своему ларьку. Она понимала, что там все разрушено, но все равно пришла. Внутри было именно так. Ни одного целого цветка, все перевернуто, разбито. И только кактус Филипп стоял на своем месте, целый и невредимый. Под ним лежал дипломат с деньгами. Поэтому и не нашли деньги. А значит, все, что произошло дальше, похищение, жестокость, было из-за того, что они не добились своего. Анна больше никогда не видела этих людей. В тот день она приняла решение не открывать второй ларек. Вместо этого она купила ту самую конюшню, место, где ее спасли. И где она поняла, иногда именно те, кого мы считаем просто растениями или просто животными, оказываются единственными, кто действительно нас защищает.